Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня я вяжу миниатюрную сумочку-торбу, она прекрасно впишется в любой летний гардероб или украсит демисезонный. Свое изделие я вяжу из полиэфирного шнура, материала пойдет совсем немного, так как я использую готовую фурнитуру в виде донышка, утяжки и плечевого ремня. Мы обвязываем донышко, делаем добавление первым рядом, чтобы выйти на необходимый обхват. Далее подробно показываю, как вяжется узор, начало ряда и окончание ряда. Мы соединяем незаметно, поэтому в круг вы не найдете, где у вас соединение ряда. Настолько все аккуратно и продумано. Навязываем глубину изделия, далее привязываем кольца под плечевой ремень и вставляем утяжку. Все очень просто и лаконично. Минимум затрат и максимум удовольствия. Мне потребуется набор для торбы. У меня круглое донышко. К слову сказать, они бывают еще овальные. Выбор формы на ваше усмотрение. 15 сантиметров диаметр моего донышка. Отверстие по фурнитуре 4 миллиметра. Прекрасно подойдет как под полиэфирный шнур, так и под трикотажную пряжу. Плечевой ремень с кольцами, которые будут ввязываться непосредственно в полотно изделия. И далее утяжка с ограничителем. Утяжку можно укоротить в зависимости от размера вашего изделия. Приготовила ножницы, набор крючков. Вязать полотно буду крючком 5 миллиметров. Вспомогательный потребуется 3,5 миллиметра. Головка вспомогательного крючка должна хорошо проходить в отверстие по фурнитуре. Вязать я буду из полиэфирного шнура. У меня шнур карамель. 200 метров, 500 грамм. Мой цвет Bubble Gum. Я выбрала изделие в розовом ярком монохроме. Можно сочетать как два цвета и две фактуры, так и остановиться на одном цвете, как у меня. Все необходимые ссылки, а также размеры и расход на готовое изделие оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Моток пряжи подматываю на опоре в необходимом количестве поэтапно, для того, чтобы узор был ровный и аккуратный. Шнур поступал в вязание не перекручено. Я сейчас взяла крючок 3,5 миллиметра и оставила от мотка запас шнура около метра. Он потребуется для соединения рядов очень аккуратным и незаметным способом. Этот запас оставляю в стороне. Вставляю крючок со стороны лица, здесь у меня выпуклые пукли, в любое отверстие, подхватываю нить и формирую обвязочный столбик. Это соединительный стежок. В следующую точку вставляю крючок, протягиваю петлю в петлю. Так провожу обвязку по всему кругу заготовки. Сейчас у меня последнее отверстие, и вставляя в него крючок, я подхватываю не рабочую нить, а тот запас нити, который у меня оставался для соединения. Вывожу его на лицо и протягиваю полностью в последнюю петлю обвязки. Теперь имитирую соединение. Увожу нить под первый стежок и возвращаю в исходную точку на изнанку. Эта нить остается до следующего ряда. Теперь с помощью рабочей нити буду формировать столбики. Этим рядом мне нужно сделать необходимое добавление. Я подхватываю рабочую нить и вытягиваю ее на лицо. Здесь стежки делаю очень свободно, так как крючок тонкий, но далее я перейду на крючок 5 миллиметров. Провязываю первый столбик. Ввожу крючок в следующее отверстие, при этом подхватываю полупетлю обвязки. И формирую следующий столбик. Так у меня сформировано уже 2 столбика. Я уже сделала расчет, у меня 45 отверстий. Добавление я буду делать в каждое 5-е отверстие. Здесь у меня уже 3 отверстия и 3 столбика.
4. И следующая 5 точка – это добавление. 1 столбик в эту точку и в эту же точку вставляю крючок, провязываю 2 столбик. И так по кругу. 4, 1 точка, 1 столбик. В 5 сразу 2 столбика. У меня остается последняя точка и уже сделано 8 добавлений. Они хорошо проглядываются, если присмотреться. 2 столбика, выходящие с одной точки. И так как начинала я 4 одиночными петлями, заканчивается ряд у меня снова добавлением. Подхватываю полупетлю обвязки, вывожу 1 столбик и сюда же вывожу 2 столбик. Но не спешу его провязывать, так как провязать его нужно с запасом нити. Протягиваю запас нити полностью и завершаю соединение. Точно так же в первую петлю за обе дужки увожу нить наизнанку и возвращаю в исходную точку так, чтобы нить оказалась на изнанке. Снова эта часть остается в стороне. Возвращаюсь к рабочей нити и меняю крючок на основной. В моем случае это 5 миллиметров. Сейчас я подхватываю обе дужки кромочной косы. Подхватываю рабочую нить, вывожу столбик. Следующая точка. Вставляю крючок, вывожу столбик. 2 петли провязываю вместе. Далее буду подхватывать полупетлю, уже провязанную, и вставлять крючок в следующую точку за обе дужки кромочной косы. Провязываю фрагмент узора. Еще раз повторяю, вставляю крючок за полупетлю провязанного столбика в новую точку за обе дужки. Вытягиваю нить и провязываю 3 петли на крючке вместе. Далее повторяется все то же самое. Этот ряд без добавлений. У меня было 45 отверстий. Я добавила 9 петель. Получается 54 петли в круг. Они сохраняются при вязании всех стенок изделия. Еще раз. Полупетля. Следующая точка за обе дужки. Вытягиваю нить, провязываю. Так вяжу до конца ряда. У меня остается последняя точка, ее провязываю точно так же. Полупетля, обе дужки кромочной косы, вытягиваю нить, провязываю столбики вместе. Теперь у меня последняя соединительная точка. Я подхватываю точно так же полупетлю, но теперь буду работать с запасом нити. Мне нужно вытянуть запас, который оставался для соединения рядов. Здесь я вкалываю крючок в полупетлю первого горизонтального столбика в самый центр. Подхватываю полупетлю и подхватываю его заднюю перемычку. Крючок входит в 2 нити и вытягиваю нить полностью. Таким образом у меня последний столбик будет притянут к первому. Здесь за обе дужки кромочной косы увожу этот запас нити и возвращаю в исходную точку на изнанку. Он снова остается в стороне до следующего ряда. Здесь у меня нить выходит с одной точки, запас и рабочая основная нить. Переворачиваю вязание на лицо, подтягиваю обе нити и вставляю крючок немножко слева, подхватывая обе дужки кромочной косы и заднюю перемычку. Со следующего ряда крючок будет входить сразу в 3 нити каждый раз. Подхватываю рабочую нить, вывожу. Сначала первый стежок, в следующую точку также подхватывая 3 нити, второй стежок и провязываю их вместе. Так выглядит начало каждого ряда. Далее полупетля, следующая точка за обе дужки и заднюю перемычку и снова провязываю. Полупетля, следующая точка, провязываю.
у меня формируется очень красивый диагональный узор, похожий на плетение. Так вяжу до конца ряда. В конце каждого ряда важно не сделать лишних петель, иначе будет добавление и количество петель будет расти. Я подхватываю полупетлю, вставляю крючок в последнюю точку, провязываю последний столбик ряда. И теперь соединение. Внимательно. Полупетля последнего столбика. Обращаюсь к запасу нити. Здесь вставляю крючок в центр диагонального столбика этого ряда, который был в начале. И вывожу нить полностью. С ее помощью притягивается первый столбик к последнему. Увожу эту нить в кромочную косу. И возвращаю в исходную точку на изнанку. Снова она остается до следующего ряда. Так вяжу ряд за рядом на необходимую глубину изделия. При формировании следующего ряда я увожу нить немножко в сторону. Здесь у меня выходит запас нити, рабочая нить. Вот в следующую точку я буду вкалывать крючок. И так продолжаю. Начало ряда по аналогии с двух столбиков, провязанных вместе. И так далее. Соединяю одинаково, начинаю одинаково, навязываю необходимое количество рядов. У меня сейчас вяжется 15 ряд высоты стенок. Это около 17-18 сантиметров. И я наметила равноудаленные точки, к которым будут крепиться полукольца плечевого ремня. Здесь вставляю крючок все по узору. И следующая точка уже маркирована. Вынимаю маркер, прикладываю кольцо. И точно так же, не игнорируя узор, подхватываю полупетлю. Далее подхватываю кольцо и необходимую точку по полотну, провязываю столбик. То же самое, полупетля, полукольцо, необходимая точка и провязываю. Таким образом, полукольцо закреплено на 2 столбика по узору. Далее полупетля и продолжаю узор до следующей маркированной точки. У меня получается по 25 столбиков между кольцами, так как в круг у меня 54 петли. Минус 2, еще 2, остается 50 пополам. Продолжаю, привязываю кольца. После колец будет еще один ряд по узору. Я уже вставила утяжку, отцентровала точки, вставила в основание последнего ряда. Теперь я укорачиваю ее. Этой длины мне будет достаточно. Вставляю концевик и креплю с помощью болта. Теперь можно установить ограничитель. Готово! Сумка получилась не только яркая, но и очень гармоничная и красивая. Этот узор прекрасно подходит для такого типа изделий. Итоговая глубина аксессуара 20 сантиметров. У меня потрачено 280 грамм пряжи. Это остаток от целого 500-граммового мотка. Изделие можно связать более глубоким или меньшего размера на ваше усмотрение. Еще раз напомню, все необходимые ссылки и подробности оставила в описании. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!